Очень даже здравствуйте. Сегодняшний наш выпуск будет называться «Биткоин versus золото. Игры в категории». Почему банкиры продают красивую математику, а люди покупают мечту. Итак, сцена первая. JP Morgan играет в цифры. 2 недели назад главный стратег JP Morgan Николаус Панигирцоглу выпустил доклад, который выглядит как шедевр финансового маркетинга. Суть в одной фразе. Биткоин на сегодняшний день дешевле на $265 тысяч от справедливой стоимости. Звучит солидно, звучит как анализ, но когда я вчитываюсь в логику, мне становится немножечко забавно. Вот и главный аргумент. Волатильность биткоина относительно золота упала до минимума в истории. Типа раньше биток скакал как сумасшедший, а золото держалось спокойнее. Теперь они поравнялись, и из этого JP Morgan делает вывод. Биткоин стал как золото, значит должен стоить как золото. Давайте разберем, почему это не совсем честный фокус. Ловушка номер 1. Дезинформация через знаменатель. Предположим, вы сравниваете два дома по их нестабильности в формате цен. Дом А – это коттедж в спокойном районе, цена стабильна плюс-минус 1% в год. Дом Б – вилла на берегу Мексиканского, Американского залива, который ежегодно подвергается воздействию ураганов. И цена там прыгает плюс-минус 30% в год. А потом в доме Б, в этом самом коттедже на берегу залива, 3 года подряд не было зафиксировано никаких ураганов. Цена, соответственно, стабилизировалась плюс-минус 5%. Теперь волатильность упала, соответственно, в 6 раз. Вот вы бы сказали, что вилла теперь стала стабильнее, такой же стабильной, как и коттедж. Ну, скорее всего, нет. Вы бы сказали, что ураганы на время затихли. Вот ровно то же самое произошло с биткоином и золотом вот последние 2 года. Золото выросло в цене, как всегда, ралли во время геополитических рисков, а его волатильность, соответственно, увеличилась. Параллельно биткоин немножко стабилизировался, и вот соотношение волатильности обвалилось. Это не значит, что биткоин стал более качественным активом, это значит, что в знаменателе произошла техническая сдвижка. Фокус в том, что JP Morgan выдает эту техническую сдвижку за фундаментальный сдвиг в природе активов. Это как если бы вы сказали, вот посмотрите, лютая зима, значит глобального потепления больше не будет. А вы смотрите там на месячные колебания и объявляете их трендом. Ловушка вторая. Волатильность – это не риск. Здесь я хочу остановиться чуть подольше, потому что это сердце всей аргументации JP Morgan. Вот они говорят, что ежели волатильность упала, значит риски сопоставимы. И по риск-корректированной основе биткоин теперь где-то даже лучше золота. Но золото и биткоин – это активы для разных страхов. И главные риски там не сводятся к одной цифре там, под названием сигма. Давайте перечислим основные риски золота. Геополитика хранилищ, то есть где лежит твое золото, уверен ли ты, что оно все еще там лежит, в какой стране это лежит. Потом ликвидность в стресс-моменте, то есть если случится кризис, кто купит твое золото и по какой цене. Потом, манипуляции цены через LBMA, форварды, золотые фьючерсы. Далее, хранение и кастодии, то есть люди в костюмах, которые берут комиссию и могут ошибаться. Это основные риски золота. Теперь перейдем к рискам биткоина. Регуляторный режим, то есть завтра США, Евросоюз, Россия, Китай скажут, не продавайте, не покупайте и вообще зарегулируют всю индустрию. Потом инфраструктура и интернет, то есть для биткоина нужны сервера, электричество, люди, поддерживающие сеть. Потом кастодии на биржах FTX, MTGOX. Далее психология толпы, то есть биток стоит на вере, что толпа не передумает завтра использовать его. Зависимость от конкретной политики в отношении криптовалют. То есть, мне кажется, ощутимая разница, да, в рисках. Соответственно, волатильность – это шум, или, как говорит великий ужасный Макс Ненник Мирослав Игоревич, резонанс, колебания цены вокруг оси. Но риск – это вопрос, останется ли этот актив функционален в день X. Золото будет функционально, вот я уверен, и через 100 лет, даже если мир перевернется с ног на голову, его можно будет обменять где угодно, в любом углу света. Это очень-очень древний договор человечества. Биткоин будет функционален через 100 лет, только если через 100 лет все еще будут люди с интернетом, которые верят в код. Это разные ставки на разные сценарии. Но JP Morgan их объявляет одинаковыми, потому что волатильность совпала. Это, как сказать, вот зонт и шлем. Они одинаково защищают, потому что оба покрывают голову. Ну, формально верно, но смысла никакого. Ловушка третья. Магия якоря и 266 килодолларов.
Теперь переходим к числам, которые закапывают окончательно каждого инвестора. JP Morgan говорит, во всем мире люди и инвестфонды хранят примерно 8 триллионов долларов в физическом золоте. Если биткоин захватит хотя бы часть этого рынка, люди будут держать его с той же интенсивностью, и, соответственно, цена составит биткоина 266 тысяч долларов. Звучит как расчет, звучит как справедливая стоимость, но это фокус немножко другого уровня. Давайте разберемся, это вообще сопоставимые рынки или нет. Итак, 8 триллионов в золоте – это накопленный мировой спрос за сотни лет. Это царские запасы, это прибыль империи, это наследство тысяч поколений. Это не только инвестиции, это в том числе и ювелирка, промышленность, это резервы центральных банков, это психологический якорь человечества, в конце концов. Биткоин, с другой стороны, это актив, который существует всего лишь 16 лет и функционирует как финансовый спекулятивный инструмент с некоторыми идеологическими примесями. Сравнивать их по абсолютной капитализации – это как сравнивать Facebook и Госдепартамент США, потому что у обоих есть органы управления. Но главный вопрос не в цифрах, главный вопрос в природе этого самого спроса. Люди хранят золото в течение столетий, потому что оно работает, даже если на него никто не смотрит, даже если нет интернета, даже если рушится целая цивилизация. С другой стороны, люди будут держать биткоин в течение столетий, только если произойдет одно из двух условий. Первое, регуляторы его законят и встроят в глобальную финансовую систему, а это означает конец его главного козыря, то есть независимость от власти. Либо цивилизация станет достаточно цифровой, что даже в условиях катастрофы люди предпочтут мобильные ключи физическому металлу. Вторая ставка, даже не более, очень оптимистична и, безусловно, может быть верной, но это не расчет, это вера. А JP Morgan выдает эту веру за расчет. И якорь в 266 тысяч долларов встраивается в голову инвесторов как число, которое выглядит научно. Но на самом деле это такой риторический акт, это не цена, это мечта в цифрах. Ловушка номер 4. Да. Себестоимость майнинга как твердый пол. JP Morgan повторяет очень популярный тезис. Цена биткоина упала ниже себестоимости майнинга, 87 тысяч долларов, а исторически это всегда работало как поддержка. Звучит логично, мол, если майнеры разоряются при цене ниже себестоимости, они прекратят добычу, предложение упадет и цена отскочит. Но это работает только в одном случае, если все майнеры одновременно мыслят альтруистично и на благо цены. А в реальности происходит следующее. Майнеры хеджируют позиции на фьючерсных рынках. Крупные майнеры имеют резервы и закупают биткоин дешевле. Некоторые просто закрывают мощности и продают резервы на спот-рынке, чтобы расплатиться с долгами. Есть майнеры в странах с дешевой энергетикой, и они рентабельны даже при цене ниже 40 тысяч долларов за один биткоин. То есть себестоимость не пол, это скорее облако. Оно может работать как психологическая поддержка, но это не закон физики. И вот тут я бы хотел заметить. Даже сам JP Morgan в своем отчете признает, что признает нестабильность этого показателя. В разные периоды они считали себестоимость по-разному. Значит, это не фундаментальная метрика, это приблизительный инженерный расчет. Использовать это как почти гарантированный пол, то есть низшая планка, это очень смелое упрощение. Вот где начинается самое интересное. Их же цифры против их же нарратива. Этот момент, когда аналитики сами себя начинают разоблачать. В том же докладе JP Morgan пишется, по спот ETF биткоина идут оттоки. Настроение инвесторов негативное, и мы видим неуверенность на рынке. Но подождите, товарищи, вот вы только что сказали, что цена должна быть 266 тысяч долларов, а на самом деле рынок выбрасывает монету. Вы только что продали мне 30-страничный расчет справедливой стоимости, а потом признали, что реальные люди голосуют ногами против вашего же расчета. То есть это не аргумент, это признание в поражении. Вот что здесь происходит. JP Morgan продает идею о том, что биткоин дешевый на длинном сроке. При этом рынок на ближайшем горизонте выбирает наличность и сомнения. Это несогласованность в цифрах, это несогласованность в причинности. Они подменяют реальную дискуссию про свойства актива красивым коэффициентом. Волатильность упала, окей, но почему это должно заставить людей держать биткоин?
потому что JP Morgan посчитал. То есть это не аргумент, это вот авторитет JP Morgan, а авторитет работает, пока в системе нет трещин. Но трещина уже есть, рынок, как мы видим, не согласен. Третий уровень – идеология вместо анализа. Ну, давайте пойдем дальше. Я не говорю, что JP Morgan врут. Я говорю, что они рассказывают некую историю. И вот в этой истории имеет смысл только если вы верите в определенные сценарии. А сценарии могут быть следующие. Миф номер один. Биткоин стал стабильнее, значит, он готов стать резервным активом, как золото. А это неправда. Стабильность волатильности – это не трансформация актива, это просто совпадение рыночных циклов. Миф номер два. Разные способы хранения денег все равно сводятся к одной стоимости. Это тоже неправда. Они сходятся только если люди по коллективному согласию начнут верить в одно и то же. А люди, как известно, все верят в разное. Миф номер три, что есть некая одна справедливая цена биткоина, которую можно вычислить. А это уже совсем чушь. Справедливая цена – это договор между участниками. Когда договор меняется, цена тоже меняется. Вот такая вот финита ля комедия. Но есть еще четвертый слой, который часто пропускают, когда спорят про биткоин и золото. А четвертый слой, четвертый уровень – это следующее. Что такое деньги на самом деле? Тут я хочу немножко перевести наш разговор. Когда вы слышите золото против биткоина, вы слышите спор про активы. Но на самом деле это спор про то, на какой сценарий вы лично ставите. Вот как это выглядит, если быть честным. Золото – это ставка на хаос. На то, что люди когда-нибудь достанут из сейфа желтый металл и пойдут обменивать его, например, на хлеб. Это ставка на то, что при достаточной турбулентности люди вернутся к древним договорам. На то, что власть может рушиться, но предмет спроса останется. А биткоин – это ставка на цивилизацию, на то, что техноинструменты становятся все более надежными, чем физические предметы, на то, что люди в будущем будут хранить ценность в коде, а не в металле, на то, что искусственный интеллект, сети, криптография станут инфраструктурой человечества, на то, что интернет будет сложнее разрушить, чем золотой стандарт. Оба сценария, безусловно, логичны, оба имеют основания, но JP Morgan выбирает за нас. Они говорят: вот цифра 266 тысяч долларов, вот коэффициенты, вот аргумент. И все это как раз построено так, чтобы вы забыли, что это ставка на сценарий на самом деле, а не на расчет. Что на самом деле произойдет? Давайте сделаем степ-бэк и посмотрим честно. Если в следующие 10-20 лет регуляторы легализуют биткоин и встроят его в финансовую систему, если энергия останется или станет достаточно дешевой, если интернет не сломается, если люди не потеряют веру в криптографию, то цена биткоина может вырасти многократно, возможно, и до 266 тысяч долларов, а возможно и выше. Я слышал оценки и до миллиона. И JP Morgan будут выглядеть тут героями, которые видели все это раньше, предвидели все, как Кассандры. Ежели вдруг по чаяния случится серьезная геополитическая буря, регуляторы откажут биткоину в легальности, появятся конкурирующие системы, там цифровые юани, евро, рубли. Люди осознают, что код зависит от власти ровно так же, как и банки, то биткоин может сделать то, что сделали многие другие революционные проекты, то есть потерять свою идеологию и станет таким нишевым активом. И JP Morgan аналитики JP Morgan будут выглядеть людьми, которые продавали идеологию как анализ. Истина в том, что никто не знает, как будет на самом деле, но JP Morgan уверенно выдают нашу неуверенность и свою неуверенность за уверенность. И это самый старый банковский трюк в мире. Теперь пятый слой. Почему этот спор важнее, чем цена? Я хочу сказать нечто, что может вас удивить. Может быть, JP Morgan и не так уж не правы про 266 тысяч долларов за биткоин. Может быть, это удачный маркетинговый ход, но они правы в одном. Биткоин уже выиграл идеологически. Посмотрите, что произошло за 16 лет. Люди начали верить, что деньги можно вынести из-под произвола власти. Появилось целое движение Code in Law,
которая заставила центральные банки задуматься. И даже чиновники ФРС начали говорить про биткоин как про подушку безопасности от плохого админ-управления. То есть, по справедливости ради, мышление изменилось. Даже если цена биткоина завтра упадет до нуля, эта идея все равно останется, ибо она уже есть в головах у людей. И это самый опасный для власти слой борьбы. Не цена, а мышление. Золото за сотни лет прошло путь от товара к мифу. Теперь люди держат золото не потому, что оно функционально, а потому, что это такой психологический якорь. Золото равно безопасность. Биткоин пытается пройти тот же путь, но в 100 раз или в 1000 раз быстрее. Ему это примерно удается. Люди начинают верить не в биткоин, а в технологию, как в технологию, а в биткоин как идею. Что отсюда следует? Если вы инвестор, то вот вывод. Вы не выбираете между активами, вы выбираете между сценариями. И разумный портфель – это не только золото или не только биткоин, а распределение по страхам. Чем вы хеджируете политическое насилие и конфискацию? Золото, биткоин, земля, soft skill ваш. Чем вы хеджируете монетарную деградацию и инфляцию? Товары, акции, биткоин, то же самое золото. Чем вы хеджируете технологический крах и потерю веры? Физические активы, землю, навыки и, на самом деле, не более того. Ошибка не в том, чтобы любить биткоин или золото, а в том, чтобы объявить один из них универсальным ответом на все сценарии. Потому что если вы сделаете это, вы поступите ровно так же, как и JP Morgan. То есть если вы так сделаете, то вы, соответственно, объявили красивую математику реальностью, вы поверили себе и заблудились. Финальное слово о том, кто выигрывает. JP Morgan, кстати, не обязательно врут, они просто продают кому-то оптимизм, а кому-то пессимизм, кому-то золото, кому-то биткоин. Просто потому, что JP Morgan выиграет в любом сценарии. Если биткоин растет, они выигрывают как брокеры и как рыночные мейкеры. Если биткоин падает, они выиграют, потому что они помогут кому-то рассчитать новую, правильную, справедливую цену, причем свою. Потому что это банк. А банку все равно, на какой цвет ты ставишь, в какой актив ты веришь. Им важно, чтобы ты верил им и чтобы ты торговал. Ну а ты, дорогой мой зритель, ты выиграешь только если думаешь. Причем не про цену, а про сценарий. Про то, на какой мир ты ставишь и почему ты это ставишь именно так, а не иначе. Потому что, в конце концов, деньги – это не математика, деньги – это договор между людьми о том, что объект имеет некую ценность. И каждый раз, когда вы покупаете там золото или биткоин, вы говорите: я верю, что завтра найдется человек, который согласится со мной. Имеет ли ваша вера основания? Вот о чем надо спрашивать. Давайте вместо эпилога подытожим все то, о чем я сейчас здесь наговорил. Первое. JP Morgan продает не анализ, а он продает красивую математику, потому что даже если волатильность упала, это не означает, что биток стал как золото. Второе. Волатильность – это не риск. Риск – это вопрос о функциональности активов DNX, а они и риски, и функциональности, они все разные. Третье. Цена 266 тысяч долларов за один биткоин – это несправедливая стоимость, а риторический психологический якорь. И эта цена, она основана на вере в сценарий, а не на расчете. Четвертое. Себестоимость майнинга. Это не пол, это облако. И эта себестоимость, этот нарратив используется как якорь, а не как физический закон. Пятое. Рынок сам по себе не согласен с JP Morgan, и банк, более того, признает это в своем же докладе. Отток из ETF и негативное настроение – это трещина в их же собственном нарративе. Шестое. Главная победа биткоина идеологическая, а не финансовая. Биткоин внедрил в голову идею «code is low». Седьмое. Выбирайте не между активами, а между сценариями. Распределяйте по страхам, а не по любви к одному идолу. И, наконец, восьмое. Деньги – это договор, а не математика. И вы выиграете только если будете честнее, чем банк. Спасибо, что были со мной. Помните, настоящий анализ начинается там, где кончается красивая цифра. Всего вам доброго.